Всем привет и спасибо, что заглянули на мою любимую кухню, где мы с вами готовим вкусно, красиво, быстро, бюджетно. И самое главное, мы готовим все полезное. Дорогие мои друзья, сегодня я хочу вам предложить вместе со мной приготовить один суп, который называется чихиртма. Это грузинский, самый любимый грузинами суп из курицы. И вот эта самая чихиртма делается просто очень и очень быстро и совсем недорого. И это великолепное блюдо насытит вас от и до. Это белковый, протеиновый, обалденно вкусный супчик. И давайте его сейчас вместе с вами приготовим. Для приготовления нашего супа нам с вами понадобится кастрюля, венчик, маленькое полотенце, силиконовая лопатка, ложка, поварешка или ополовник и из продуктов питания. Вареная курица, у меня она была 1,5 килограмма, бульон, в котором варилась эта курица, где-то литра, тоже 1,5-2 у меня, 2 большие луковицы, которые я порезала меленько, достаточно меленько, пучок кинзы, 2 столовые ложки муки, я взяла, как обычно, цельнозерновую сегодня, 3 яйца, столовая ложка сливочного масла, соль по вкусу и 3 столовые ложки яблочного уксуса. Вот этот набор мы сейчас и задействуем в приготовлении нашего чудесного вкусного супа. Давайте готовить. Приготовление нашего супа мы начинаем с обжаривания лука. Включаем нашу плиту, и когда она немножечко разогреется, мы на дно бросим наше масло сливочное. Кастрюлька наша разогрелась, и отправляем сливочное масло. Я немножечко убавлю огонь, и сейчас мы отправим наш лук. Лук должен обжариться до золотистого цвета. Я добавлю немножечко бульона. Он у меня был не жирный, видите, курочка такая. Но это даст такой пикантный вкус, когда мы будем обжаривать наш лучок на сливочном масле и на вот этом небольшом количестве куриного жирка. Все помешаем, закроем крышкой и потомим минут 5-10. Тем временем, пока наш лук обжаривается, мы с вами сделаем следующее. Мы возьмем с вами муку и добавим в нее бульон. Буквально немножко. Так. Теперь берем венчик и все это хорошенько вымешиваем, так, чтобы у нас не было никаких комочков. Когда мы вымешиваем, мы добавим с вами еще немножко бульона. Добавляем еще. Опять вымешиваем. Лук периодически помешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Следующим нашим действием будет, мы должны с вами взбить яйца обыкновенным венчиком, все как обычно. И теперь для того, чтобы наши яйца в горячем бульоне не свернулись, мы с вами добавим сюда уксус. Как я сказала, у меня яблочный уксус. Выливаем его сюда и продолжаем потихонечку взбивать. Готово. Лук наш подрумянился, и теперь мы аккуратненько выливаем наш бульон к луку. Я оставлю совсем чуть-чуть для того, чтобы мы бульончик добавили в наши взбитые яйца. Это для того, чтобы, опять же, у нас не свернулся желток и белок в нашем супчике. Теперь доводим бульончик до кипения. Бульон закипел, и теперь самое время ввести нашу муку. Я еще раз ее перемешаю и аккуратненько
с помощью венчика мы должны по чуть-чуть ее вводить в наш бульончик. Тонкой струйкой стараемся, чтобы не было никаких комков. Потихонечку доводим тоже до кипения, чтобы мука заварилась. Вы видели, я добавила муку цельнозерновую. Я, как всегда, экспериментирую. Теперь, пока мы доводим до кипения, можно добавить соль и укроп. У меня он сушеный. А свежим я подам уже к супчику, который будет в тарелке. Давайте крышечкой накроем, и пусть он дойдет до кипения. А мы с вами продолжим взбивать яйца с бульоном. Вот, получилась у нас такая яичная масса, пенистая. Это то, что нам с вами нужно. Суп наш с вами закипел. И сейчас самое время ввести нашу яичную массу. Немножечко я уменьшу все же. Очень аккуратно, чтобы ничего у нас не заварилось. Помешивая с помощью венчика, вводим наше взбитое яйцо с бульоном, с уксусом. Видите, какая у нас красота с вами получается? Уже у нас пахнет волшебно. Постепенно. Так вот. Ну что, дорогие мои, по сути, суп наш уже с вами готов. Теперь обязательно попробуйте суп на соль. Если все хорошо, отправляем аккуратненько, чтобы мы там не брызгались особо. Курочку, которую, как видите, я тоже уже порезала. Я порезала, отделила от костей и сняла шкуру. Все еще разок перемешаем. Я добавлю немножко кинзы, а остальное пойдет у нас в тарелку. Накрываем крышкой и еще потомим минут 5. И наш суп с вами, мои дорогие, готов. Посмотрите, как он прекрасно выглядит. Друзья, смотрите, что у нас с вами получилось. Какой обалденный запах исходит от этого супа чехиртма. Я его поставлю, потому что он очень горячий. И, друзья, я извиняюсь, я когда наливала его в тарелку, я немножко капнула себе на фартук. Вот, так что извините за пятнышко. Но я его сейчас быстренько застираю после этого видео. Друзья, вы видели, процесс очень простой, легкий, но этот суп, всеми любимый в Грузии, а также мной, вы знаете, по оригинальному рецепту туда добавляется белая пшеничная мука. Но я, как обычно, все адаптирую под мои полезности для худеющих и так далее. Поэтому я взяла цельнозерновую муку, которая не так вредна для нашей фигуры. И люди, которые сейчас на снижении веса или же на стадии закрепления веса, могут совершенно спокойно кушать такой суп с большим удовольствием. Вчера, когда я сказала своему мужу, говорю, мы будем есть завтра суп на ужин, чтобы вы понимали, в Дании супы едят, ну, я не знаю, может быть, 2-3 раза в год, и то это какие-то протертые супчики, но так как мой муж датчанин, женат на мне, а я с Восточной Европы, то, естественно, я иногда делаю мой любимый борщ, солянку и какие-то экзотические супы. Ну, а летом, конечно же, я делаю еще и окрошку, которую он абсолютно не понимает. Он говорит, что это за мокрый салат. Ну, ладно. Гаспачо я делаю, у меня много этих рецептов, можете посмотреть. Но когда он увидел этот грузинский суп, он посмотрел на него и говорит, боже мой, так тут же одно мясо куриное. Я говорю, да-да-да, это суп, любимый суп джигитов, грузинов. И, конечно же, он ему очень и очень понравился. Так что, дорогие мои, те, кто на кето-диете, те, кто на стадии закрепления, снижения веса, делайте этот белковый суп, который не причинит вам никакого вреда.
Наслаждайтесь этим блюдом и радуйте своих членов семьи такими великолепными блюдами, которые я с вами вместе готовлю. Спасибо, мои хорошие, что сегодня были у меня в гостях. И я вас всех очень люблю. И до новых встреч, до новых вкусных и полезных рецептов. С вами была ваша Виктория. Пока!